Рада вас приветствовать на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Виктория. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами идеей создания пасхального веночка. Основа связана из джутового шпагата плотностью 1100 текс нитью в 2 сложения, крючком номер 5,5. Можно использовать также крючок номер 5 или 6. Долго думала над тем, каким же лучше образом сделать мне декор. В данном случае он съемный. Далее в видео покажу еще несколько вариантов декора. Съемный декор удобен тем, что в зависимости от сезона вы можете менять его по своему усмотрению. Например, изготовить украшения в новогодней тематике и использовать эту же основу для веночка. Крепится декор при помощи ленточек, и далее более детально покажу, как это все можно сделать. Что хотелось бы добавить по поводу самого веночка. Его можно использовать в двух вариантах. Первый вариант в качестве подвесного декора. Его можно прикрепить на дверь или на стену. Для этого мы свяжем специальную петельку в верхней части. Второй вариант в качестве настольного декора. Украсить им праздничный стол, а в центре поставить пасхальный кулич. Единственное, для настольного варианта я бы сделала немного другой декор, но об этом тоже чуть позже. Основу веночка я вырезала из гофрокартона. Главное условие, чтобы картон был плотным и хорошо держал форму. Можно вырезать две одинаковые основы и склеить между собой. Наружный диаметр у меня 21 см, ширина 4 см. Также можно сделать основу необходимого вам размера. Итак, приступаем к обвязке. Оставляем небольшой свободный конец нити. Делаем петлю, перекручивая нить, и надежно ее фиксируем. Далее обведем рабочую нить вокруг основы и провяжем первую петлю. Подтянем свободный конец нити для плотности. Далее будем делать обвязку следующим образом. Обводим рабочую нить вокруг основы, делаем накид на крючок, возвращаем рабочую нить обратно, захватываем и провязываем 2 петли на крючке. Далее хорошо подтягиваем рабочую петлю и расправляем нити на основе. Далее обвязка будет выполняться аналогичным образом по всей окружности. Свободный конец нити можно вязать либо в конце обвязки, либо сразу расположить его под петлями по изнаночной стороне. Как уже говорила ранее, вся обвязка по окружности до конца выполнена аналогичным образом. Единственное, по количеству петель есть одно условие. Число петель по окружности должно быть кратно 9, то есть делиться на цифру 9. Если вдруг вы не вышли на такое количество петель, вам необходимо немного сдвинуть петли по окружности и добавить нужное их количество. Далее будем приступать к вязанию второго ряда. Он состоит из арочек. При этом вводить крючок будем в центр косички и захватывать дальнюю полупетлю. Итак, вяжем первую арочку. Столбик без накида. Вводим крючок, захватываем нить и провязываем 2 петли на крючке. Полустолбик с накидом. Делаем накид, вводим крючок, захватываем нить и провязываем одним движением все петли.
После каждого провязанного столбика подтягиваем рабочую нить и петлю на крючке. Далее столбик с одним накидом. Сделали накид, захватили рабочую нить и в 2 этапа провязали петли на крючке. Столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючок и в 3 этапа провязываем все петли на крючке. Далее аналогичным способом провязываем еще один столбик с 2 накидами. Теперь идет арочка на убывание и будем провязывать в обратном порядке. Столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, делаем накид, захватываем рабочую нить и одним движением провязываем все петли на крючке. Далее столбик без накида. В конце каждой арочки провязываем соединительный столбик. Вводим крючок, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю на крючке. Расправляем вязание. Далее все последующие арочки вяжутся аналогичным образом. Повторим еще раз. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, и еще один столбик с 2 накидами. Столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный столбик. Расправляем вязание и вторая арочка тоже готова. Далее все последующие арочки провяжем самостоятельно. Итак, у меня всего получилось 10 арочек. Если вы будете использовать веночек в качестве подвесного декора, необходимо в конце вязания сделать петельку. Для этого провязываю цепочку из 10 воздушных петель. Такого количества будет достаточно, и в конце присоединяю с помощью соединительной петли. На этом основа веночка готова. Можно закрепить нить при помощи узелка, обрезать свободный конец и спрятать под петли по изнаночной стороне. Когда основа готова, можно приступать к изготовлению декора. Что можно использовать в качестве декора? Конечно же, это весенняя тематика, всевозможные цветочки и листочки. В зависимости от предпочтений ими можно заполнить как часть веночка, так и полностью всю поверхность. Цветочки можно применить как готовые, купить в магазинах для творчества и рукоделия из всевозможных материалов, например, текстильные или из фоамирана, или сделать самостоятельно. Например, вот эти цветочки я делала сама, чуть позже покажу, каким именно образом. А вот эти молочного оттенка приобретала уже готовые. Далее для декора можно использовать волокно сизали. Оно также продается в магазинах для творчества и рукоделия. Отщипываем небольшое количество волокна и скатываем из него такие воздушные шарики. Также я буду применять листочки из джута и плюшевой пряжи. Далее в видео свяжем их вместе. Если вы будете применять декор по всему веночку, необходимо распределить его равномерно по всей поверхности. Вначале распределяем более крупные элементы декора, затем более мелкие. Примеряем все, меняем местами, если вдруг что-то не нравится. Если результат устраивает, можно сфотографировать для запоминания. Обычно, когда общая картина уже ясна, я убираю весь декор и начинаю заново все фиксировать с помощью термоклея. Фотография помогает вспомнить наглядность картинки.
Когда крупные элементы распределены, можно приступать к более мелким и заполнить оставшиеся пустоты. Веточки искусственной зелени придадут весеннюю свежесть общей композиции. Также можно применить всевозможные тематические украшения из дерева. Или, например, из той же сизали сделать небольшое гнездышко и добавить туда пасхальные яйца. Эти миниатюрные яйца из пенопласта я также покупала в магазинах для творчества и рукоделия. Их также можно распределить равномерно по всей поверхности веночка. Также в завершении можно добавить еще мелкие детали, такие как ягодки, бусинки и прочий декор. Для того, чтобы вся ваша композиция смотрелась цельной, старайтесь выбирать все элементы декора в подходящих оттенках. Я предпочитаю пастельную цветовую гамму. Это смотрится нежно и свежо. Итак, теперь более подробно о декоре. Листочки мы свяжем крючком из плюшевой пряжи. Аналогичные можно связать также из джута. Также можно взять любую другую пряжу толщиной около 2 мм в желаемом оттенке. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. От длины цепочки будет зависеть размер листочка. Далее будем вводить крючок в каждое звено цепочки, начиная со второго, и вытягивать петли, не провязывая их. Продолжаем так до конца цепочки. Шесть петель мы вытянули, одна была у нас на крючке. Теперь захватываем рабочую нить и поочередно провязываем все петли таким вот образом. Левая половина листочка готова. Теперь перевернем вязание и с изнаночной стороны провяжем правую половину аналогичным образом. Листочек готов, можно обрезать нить, закрепить ее и спрятать под петли по изнаночной стороне. Если вы вяжете из плюшевой пряжи, не забывайте запаивать кончик нити, иначе пряжа осыпется. Также прячем и второй кончик нити. Как уже сказала ранее, набирая начальную цепочку различной длины, можно связать различные по размеру листики. Теперь о цветочках. Их можно сделать либо самостоятельно, либо купить уже готовые. У покупных главное, чтобы они были хорошего качества и смотрелись реалистично.
Также немаловажен их цвет. Выбирайте нежные, сочетаемые между собой оттенки, тогда и вся композиция будет выглядеть целостной. Я разбирала букет на отдельные цветочки и листочки и применяла для создания декора. В одном из видео, в котором делилась идеей создания пасхальной корзины из джута, я показывала данное съемное украшение для корзины. Как раз в нем я и сочетала как цветочки из букета, так и сделанные своими руками. Данное украшение крепится с помощью лент. Его можно применить как для корзины, так и для декора веточек вербы. Ссылку на данное видео оставлю в описании. Итак, самый бюджетный способ, как же сделать цветочки своими руками. Это самый обычный фоамиран, я покупала его в магазине для творчества и рукоделия, нарезала на полоски шириной 2 мм, длиной где-то 25 мм. Закругляем край и начинаем скручивать в бутон. Далее, поворачивая полоску фоамирана, формируем лепестки. Ранее я делала подобные розочки из репсовых и атласных лент. Из фоамирана выглядят не хуже и получаются бюджетнее. И да, забыла сказать, что в процессе сворачивания необходимо постоянно подклеивать. Наносим капельку термоклея или специального клея, подходящего для ткани по типу Момент Кристалл, и сворачиваем, слегка прижимая. Также фиксируем край с помощью клея. Ну вот и все, розочка готова. При желании можно украсить серединку. Я использовала бисер, также наносила капельку клея в середину и присыпала им. Также серединку можно украсить одной бусиной. Подобные розочки можно также сделать из остатков трикотажной пряжи. По такому же принципу сворачиваем по спирали. Сначала формируем бутон, а затем лепестки. И, конечно же, при этом не забываем фиксировать. Ранее я такие розочки в процессе скручивания сшивала с помощью иголки и нитки. Но потом, попробовав использовать термоклей, поняла, что этот процесс значительно быстрее. Серединку также можно украсить бусиной или бисером. Перед изготовлением съемного декора покажу вам еще один вариант. Его я назову минималистичным. Если у вас нет времени и желания искать материалы, делать цветы, то этот вариант как раз для вас. Джут прекрасно сочетается с деревом, и такой декор перед пасхальными праздниками можно купить во многих магазинах. Свяжите листочки из джута, добавьте деревянный декор или просто бусины, и ваш веночек готов. При желании можно добавить немного зелени. Также, как ранее говорила, можно сделать гнездышко из сизали и добавить пару листочков и декоративных яиц. А если это будет настенный декор, можно также сделать подвеску верхней части веночка из деревянных украшений или листочков.
Как всегда, фантазия безгранична, поэтому экспериментируйте, творите и, конечно же, делитесь своими результатами. И, наконец, приступаем к изготовлению съемного декора. Для этого я вырезала фрагмент картона, положила на него веночек и обвела. Если у вас, как и у меня, не плотный картон, можно вырезать еще один аналогичный фрагмент и склеить между собой. Чтобы с лицевой и с изнаночной стороны закрыть картон, я вырезала два аналогичных фрагмента фоамирана. Они еще нужны для того, чтобы вовнутрь вклеить ленты для фиксации всего украшения. Изначально я взяла две ленточки по 60 см длиной. Но потом добавила еще одну длиной 30 см, чтобы при завязывании их было непарное количество. Таким образом буду приклеивать ленточки на картон. Намазываю картон клеем ПВА и приклеиваю ленточки в средней части. Сначала две, потом добавляю еще одну. Единственное, здесь допускаю небольшую ошибку. Необходимо было верхнюю часть ленточек сделать длиннее примерно на 10 см, то есть на ширину венка. Это необходимо для того, чтобы при завязывании на веночке ленточки потом свисали примерно одинаковой длины. Надеюсь, вы поняли, о чем идет речь. Наглядно сейчас покажу. Ленты верхней части проходят позади веночка, опускаются вниз и таким образом после завязывания становятся сантиметров на 10 короче других лент. Чтобы все смотрелось гармонично, я впоследствии укоротила ленты в нижней части. Так же, как и у плюшевой пряжи, обязательно запаивайте края лент огоньком. Я аккуратно прохожусь при помощи зажигалки. Для декора буду использовать натуральные веточки вербы. Обрезаю их и собираю в два букетика по 3 штучки. Итак, я как всегда изначально примеряю и примерно составляю композицию. Хотела в центре применить коробочку хлопка, но потом подумала, что белый цвет будет выбиваться из общей массы. Остановилась на гнездышке из сизали, так как молочный цвет здесь более подходящий. Теперь приступаю к сборке композиции. Чтобы основа не просвечивалась под веточками вербы, по краям прикреплю сизаль. Будьте предельно аккуратны с термоклеем, чтобы не обжечься. Перед приклеиванием каждого элемента обязательно примеряю еще раз. К веточкам вербы добавляю небольшую веточку зелени. Аналогичным образом приклею вербу и с другой стороны. В центральной части будет располагаться гнездышко и деревянный декор. Также добавляю веточку зелени.
Далее идут более крупные элементы в виде листиков и цветочков. Добавила еще один цветочек внизу, чтобы их было непарное количество. Пустоты заполняю более мелкими деталями в виде тычинок. Также добавила ягодки и бусинки в подходящих оттенках, а еще с других веточек вербы срезала пушистые элементы и добавила также для объема. Поняла еще, что немного не хватает зелени, и добавила в верхней и нижней части зеленые листочки. Таким образом, съемный декор для веночка готов. Он получился не тяжелым, поэтому даже в подвешенном состоянии держится на веночке хорошо. В нижней части с помощью ленточек также можно сформировать бантик. И как уже говорила ранее, данный веночек можно сделать многофункциональным. Подобное съемное украшение можно изготовить и в новогодней тематике и менять в зависимости от сезона. Этот новогодний веночек я вам уже показывала, он полностью украшен декором, но по такому принципу можно сделать и съемный, использовать шишки, желуди, орехи, каштаны, еловые веточки и так далее. Очень буду рада, если идея создания такого веночка придется вам по душе. Обязательно оставляйте свои отзывы в комментариях. Всегда их с радостью читаю и стараюсь всем ответить. Творите от души, экспериментируйте, создавайте уникальные вещи своими руками, радуйте себя и своих близких. Всем спасибо за внимание, поздравляю с наступающим праздником Светлой Пасхи!